Привет, друзья! В Берлине начинается тот самый разворот, которого так долго избегали на всех уровнях. Правительство Фридриха Мерца вносит правки в самую чувствительную сферу – энергетику. И это не косметика, это смена курса. В парламент поступают проекты по сокращению финансирования возобновляемых источников энергии. Ветроэнергетика и солнечные панели больше не получают статус неприкасаемых. На поверхности уголь, газ и даже атом. Как сообщают источники, близкие к обсуждению, с рядом международных экспертов уже проведены консультации о возврате атомных электростанций в национальную стратегию. Некоторые отраслевые группы в Германии даже начали заказывать аудит инфраструктуры, которую ранее планировали закрывать. В Брюсселе обсуждают возможные последствия отхода от зеленого курса, но гораздо интереснее другое. Страны Центральной Европы, включая Венгрию и Словакию, не просто поддерживают шаги Берлина, но и готовятся представить свои энергетические корректировки. Как сообщают в ряде закрытых меморандумов, Германия уже ведет консультации с государствами, которые устали от директив по климату и ищут более гибкие решения. Вопрос не только в энергетике, а в политическом сигнале. Кто определяет правила? Брюссель или те, кто несет реальную нагрузку? Энергетика становится не только экономическим, но и геополитическим инструментом, вокруг которого строится новая стратегия Германии. Но это только начало пути. Параллельно с энергетикой в Германии начинается еще один процесс, который способен полностью изменить внутреннюю архитектуру власти. Речь идет о глубокой структурной реформе системы обеспечения внутренней безопасности. Команда Мерца продвигает инициативу, направленную на повышение эффективности федеральных служб в сфере внутренней безопасности, включая оперативную координацию при чрезвычайных ситуациях. По данным инсайдеров, в отдельных параграфах законопроекта обсуждают сценарий расширенного взаимодействия гражданских и специализированных служб при масштабных реагированиях на вызовы. Под особым вниманием окажутся районы с повышенным уровнем социального давления. Это обозначается как зоны общественной чувствительности. По информации, просочившейся в прессу, обсуждается новый формат координационного центра, который будет принимать решения без оглядки на региональные рамки. В правительстве это называют настройкой современной защиты, оппозиция – это демонтажом земельной автономии. Федеральное МВД получает новые инструменты, включая расширение профилактических мер и мониторинга потенциальных угроз стабильности. Упор делается на профилактику, а не на реакцию. Обсуждается также возможность законодательно закрепить ускоренное развертывание специальных подразделений в любом регионе страны. По словам юристов, проект содержит положения, позволяющие это делать по решению Кабинета министров без необходимости проходить все текущие согласовательные процедуры. И вот здесь начинается настоящая напряженность. Фермеры сталкиваются с вызовами, которые уже отражаются в полях и деревнях. Система поддержки сельского хозяйства меняется. Субсидии урезают, дотации пересматриваются, а новые требования все больше напоминают фильтры, через которые не проходят мелкие и средние хозяйства. Изменения касаются самых чувствительных направлений. Экологические нормы становятся сложнее, метан, вода, доступ к удобрениям – все это попадает под жесткий контроль. Власти объясняют, это часть устойчивого будущего, но для фермеров это растущая административная нагрузка и постоянный риск штрафов. Некоторые положения новых правил, как сообщают участники отраслевых встреч, допускают трактовку, при которой любое отклонение может повлечь приостановку выплат. Среди аграриев распространяются брошюры и документы с анализом новых правил. В аграрной среде возрастает обеспокоенность происходящими изменениями. На встречах фермерских сообществ говорят не только о бизнесе, но и о будущей модели аграрной Германии. Некоторые эксперты осторожно замечают, если ситуация не изменится, то напряженность в аграрной среде может усилиться и отразиться в общественной дискуссии на федеральном уровне. А дальше еще важнее, все, что происходит в разных секторах, от энергетики до сельского хозяйства, все это, по мнению наблюдателей, складывается в одну картину. Берлин делает ставку на централизацию. Инициативы идут не от земель, не от отдельных ведомств, они формируются в федеральных округах и спускаются вниз.
Такой поворот уже прозвали новой управленческой логикой. Она предполагает, что вместо десятков региональных решений будет один, выверенный, рассчитанный, стратегический. Как сообщают источники, близкие к подготовке политической платформы, эта логика активно обсуждается в узких экспертных кругах. Ее основа – это координация как инструмент устойчивости. Внутри коалиции звучат слова «федеральная скорость выше регионального консенсуса». Именно в этом ключе объясняются усилия по укреплению координационных структур, разработке новой энергетической стратегии и изменениях в подходе к аграрной реформе. Экономисты и политологи все чаще обсуждают возможность долгосрочной административной трансформации, при которой решения в критических зонах будут приниматься централизованно с минимальной задержкой. Критики называют это снижением роли Земли, но официальная позиция необходимо адаптировать к новой реальности. Мирц, по словам источников, хочет создать систему быстрых решений, которые не зависят от политического сезона и позволяют сохранять контроль в любой ситуации. Это и есть ставка на центр, не только территориальный, но и управленческий. И тут вылезает то, о чем раньше молчали. Берлин все активнее проявляет инициативу в ключевых вопросах, включая внешнюю координацию с другими столицами Европейского Союза. Это не случайность, это стратегия. Сразу несколько источников подтверждают, в последние месяцы активизировались прямые контакты между Германией и ключевыми странами Центральной и Южной Европы. Речь идет не о протокольных встречах, а о рабочих переговорах, где обсуждаются дополнительные механизмы взаимодействия помимо привычных общеевропейских платформ. Особенно заметна ось Берлин, Вена, Рим. Как сообщают источники, близкие к дипломатическим кругам, обсуждаются новые экономические треки и энергетические формулы. Австрия, по некоторым данным, уже представила Берлину проект создания совместного экспертного совета по вопросам трансграничной инфраструктуры. Параллельно обсуждается идея временных соглашений о приоритетной логистике и поставках ресурсов вне зависимости от брюссельских квот. Политики называют это модернизацией сотрудничества, но аналитики видят за этим формирование параллельной архитектуры Европы. Та самая концепция Европы на несколько скоростей, которую еще недавно критиковали как раскол, теперь становится рабочей схемой. Причем Германия не просто участвует, она формирует сценарий. В политических кругах обсуждают даже создание нового постоянного координационного формата, который будет действовать параллельно с институтами Европейского Союза. Официально никто не говорит о выходе, но реальность такова, что обсуждаются новые подходы, адаптированные к текущим потребностям ключевых экономик Европы. Но главный поворот впереди. Если в одних секторах Германия действует через коалиции, то в других делает ставку на точный выверенный контроль. В правительстве все чаще звучит слово «стабильность», но под ним теперь понимается не просто политическая тишина, а прогнозируемость систем, энергетика, безопасность, аграрного того же сектора, социальной политики. Именно поэтому создаются сквозные решения, которые охватывают сразу несколько направлений. Как говорится в одном из рабочих докладов, попавшем в прессу, цель – это выстроить единую платформу управления рисками. По данным аналитиков, в новых правительственных рекомендациях даже предлагается связать риск-факторы разных отраслей, чтобы, например, нестабильность в аграрном секторе автоматически активировала меры поддержки в социальной и логистической сферах. Это уже не традиционное управление, это переход к системе мониторинга в реальном времени, где каждый сбой учитывается, анализируется и нейтрализируется. Официально все подается как технологическая модернизация, но политологи все чаще называют это адаптацией системы управления к новой глобальной реальности. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.